Здравствуйте, Водолеи! У нас прогноз для вашего знака зодиака на первую половину октября. Мы коснемся сферы отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также получим совет предупреждения от Таро, советы от оракулов. Ленорман нам покажет сюрприз или неожиданность. В конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Настраивайтесь на получение информации, подумайте о ваших планах. Я настроюсь на вас. Водолеи, первая половина октября. Конечно, не забывайте, что это расклад общий, но какую-то информацию вы здесь получать можете. Что у вас будет происходить, ваш настрой, ваши ожидания в начале октября, в середине октября, в середине этих 15 дней, прошу прощения, и в конце. Так, что вас ждет в отношениях, в любви? Первая карта, у кого они есть, отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. И третья карта для тех, кто в ссоре или кто расстался. Карьера, работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, что у вас будет происходить? И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы в начале этих 15 дней и в конце. Совет или предупреждение от Таро. На дне колоды у вас девятка жезлов. Но девятка жезлов — это отстаивает свое местоположение, свою работу, бизнес, отношения, точку зрения. Карта всегда говорит о самозащите. Что вы здесь будете защищать? Потому что здесь ложится пятерка кубков. Здесь могут быть какие-то неожиданные то ли потери, то ли провалы. С чем они связаны-то? Они могут быть связаны с работой, с финансами или с отношениями. Еще карта говорит, может быть, вы действовать будете как-то скрытно, не рассказывая о своих планах. Или иногда карта говорит, нужно ушки на макушке, чтобы получить свое. Так, ладно, мы посмотрим, чего это касается. Сюрприз, неожиданность, Водолей, первая половина октября. Ой, ну кто-то здесь занимается своим духовным ростом. Да, может быть, какими-то практиками. Кто-то пришел к вере. Тут лилии могут говорить, что это вы под руководством какого-то гуру, может быть, занимаетесь практиками. Или вы уже являетесь для кого-то наставником. Также вот эти карты могут говорить о вашем долголетии, здоровый образ жизни. Но вы здесь еще, конечно, обращайте внимание не только на материальный мир, как я сказала, но и на свое духовное развитие, может быть, обучение, может быть, еще здесь медленный рост по карьере или по бизнесу. Но здесь идет рост вашей репутации, или здесь идет помощь от какого-то высокопоставленного человека. Конечно, эта помощь может идти от родителей. Все-таки у нас иногда лилии показывают старшее поколение. Может быть, здесь исполнение желания, связанного с вашей семьей. У кого-то здесь может быть здоровье, мечта исполняется. Может быть, это зачатие, беременность для кого-то. Ну, тогда девятка говорит именно королева жезлов — это или ведьмочка, как я сказала, кто-то, может быть, эзотерикой, ясновидением занимается. Или это женщина, которая очень хочет стать матерью. Но здесь вам нужно выполнять рекомендации врача. Хорошо, в начале, тут, кстати, у вас, смотрите, королева жезлов и король жезлов, тут пара. Но пара, и между вами у кого-то здесь в отношениях перемены. Перемены, скорее всего, к тому, что вы расстаетесь. Как правило, страшный суд говорит о
избавление или освобождение от какого-то человека, от какой-то зависимости. И пятерка кубков говорит потеря партнера. Конечно, это может быть связано с работой, может быть, это бизнес-партнер. То есть вы идете каждый своей дорогой. У кого-то здесь предложение от короля жезлов куда-то уехать. Это может быть переезд по любви, знакомство, переезд. Может быть, человек куда-то уехал, за границу, например. А это нежелание жить без партнера. То есть человек уехал, вы без него, тут у вас руки опустились. Без него или без нее тут может быть и король, и королева жезлов. Так, ну я понимаю, что ситуации разные у вас могут быть. Потому что страшный суд — это может быть еще смена места жительства. Ну давайте мы уточним пятерку кубков. Что это? Расставание или это нежелание жить? Пятерка жезлов. Конфликты, борьба, выяснение отношений, кто главный. Может быть, еще борьба за свою любовь, борьба с обстоятельствами или борьба со здоровьем. Так, а что здесь? Да, могла быть тайная связь. Так, сейчас 2 пятерки. И 4. Угу. Ну, здесь у кого-то рутина могла убить любовь, поэтому вы расстаетесь. У кого-то переезд, вы долго готовились, может быть, из-за того, что какое-то предложение, например, по работе. У кого-то здесь меняется недвижимость. 4 — это иногда мы вкладываемся в свое жилье. Так, давайте мы уточним тогда для тех, кто в отношениях или в браке. Ложится паж мечей. Паж мечей может показывать недопонимание в отношениях, какие-то конфликты, придирки. Это выяснение отношений, это прояснение отношений. Но тут есть, может быть, еще недоверие, слежка друг за другом. Отношения-то могли у вас быть с несвободным человеком. Это отслеживать в интернете страницы его, там, да, вот кризис. Так, давайте уточним. Также это может быть мониторинг интернета, если вы здесь куда-то переезжать собираетесь. Это сбор информации, анализ, или вы что-то здесь собираетесь покупать, например, недвижимость. Ну, давайте посмотрим. Так, здесь... Так, сейчас еще одну карту. Ну, здесь помириться. Здесь, наконец-то, перевести отношения на более зрелый уровень. То есть вот эти конфликты все уходят. Здесь может быть какая-то поездка, переезд, какое-то приятное для вас место. У кого-то может быть здесь начало строительства, ремонта дома. Но, скорее всего, с чьей-то помощью. Но эта помощь идет от пожилого человека, или это покровитель, или это старший по роду, может быть, это ваши родители, там, дедушки, бабушки. Если вы тут ругались, ссорились, то здесь у вас тут, может быть, даже ссорились из-за того, что человек не принимает никакого решения. Здесь может быть предложение руки и сердца. Давайте я еще одну карту уточню. Ух ты. Ну, я хочу сказать, у вас здесь отношения непростые. Вы здесь то у вас любовь, то у вас выяснение отношений. Как правило, это карма. И отпустить не можно человека, и вместе нам тяжело. Также здесь вот по деньгам в конце 15 дней у кого-то может быть получение наследства. Может быть, вы тут не между собой ругаетесь, а с родственниками. Кто-то еще претендует на это наследство? Нет, у вас кармические отношения. Тут или вам нужно вместе делать какой-то выбор. Здесь у вас и любовь, и притяжение, но вам сложно. Вот почему эти карты показали. То мы обижаемся, расстаемся, ну, кармические отношения. То нам тяжело вместе, вот, все, уходи, больше тебя видеть не хочу. Потом мы боремся то ли с самим собой в сердце, то ли мы боремся с партнером.
Потом у нас опять все очень стабильненько, четверка пентаклей. Но еще все-таки пятерка — это наследство. Может быть, вот суд — это выход из какого-то долго тянущегося процесса. А король жезлов или для женщин — это ваш супруг, или это вот с кем-то вы тут делитесь, может быть, какой-то брат или там дядя, ну, какой-то король. А здесь может быть не получение того результата, на что вы рассчитывали. Вот будут конфликты, выяснение отношений из-за какой-то недвижимости. Тут, конечно, карта говорит о суде. Соберите информацию по пажу. Скорее всего, у вас еще мало знаний. Это надо будет с кем-то проконсультироваться. Чтобы получить свое. Вот посмотрите, какие разные карты. Да? То вот мечи летают, пентакли, мы работаем то ли над отношениями, то ли что-то связано с недвижимостью. Потом у нас опять война. По влюбленным, если это у вас в отношениях, в браке происходят такие перетряски, то карта говорит, здесь нужно просто научиться строить эти отношения. Надо над ними работать, в них вкладываться. Вы в этой жизни соединились с какой-то целью. И, скорее всего, это отношения кармические. Поэтому надо просто их развивать, развивать вот это взаимодействие. Потому что тут и чувства есть, тут есть и притяжение, и сексуальность. Но вы просто должны понять, что вы разные. Вот эти вот плюс и минус, они притянулись. Тут надо просто не переделывать партнера, а как-то к этому приспосабливаться, что ли. Поэтому карта вам советует брать обязательства, работать над этими отношениями. Тогда у вас все вот эти ножи уйдут. Но если здесь что-то с судебными делами, в принципе, вы этот вопрос решите, но вот вам совет предупреждения говорит, нужно заручиться чьей-то помощью. Это может быть и взрослое поколение, или это какой-то специалист, который вам поможет. Но еще, конечно, это вкладываться в отношения с двух сторон. Это над ними работать. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, здесь у вас десятка пентаклей, это смена статуса. То есть вы были холостой, холостая, сейчас вы можете познакомиться. Это будут очень стабильные отношения. Вы с этим человеком смените один этап жизни, и у вас начнется новый. Есть шанс создать очень крепкую семью. Иногда десятка говорит, что и родители примут ваш выбор. Отношения будут развиваться медленно, но здесь будет верность, здесь будет доверие. Может быть, даже один из партнеров для другого будет как наставник или как учитель. Может быть, мужчина будет старше в этих отношениях. Поэтому знакомьтесь, да, есть шанс обрести счастье. А для тех, кто расстался, я так думаю, что вы сейчас полностью углубитесь в работу. Или кто-то из водолеев уезжает куда-то на заработки. Это может быть командировка или вообще переезд в другой город, в другую страну с целью заработать. Здесь есть шанс добиться очень высокого положения в обществе, но, может быть, все-таки это переезд куда-то далеко по звездам. Тут или работа через интернет, или вам нужно будет куда-то уехать. Будет медленный, но уверенный рост. Ну, давайте одну карту. Я думаю, вы сейчас закрылись. Вы сейчас закрылись, вы сейчас полностью посвятили себя работе, карьере, бизнесу, становлению вас как специалиста. Может быть, отношения были с человеком, который не свободен. То есть вот здесь перемены, вот мужчина показывает на земной шар. Для мужчин это может быть реально куда-то уехать. Так, сейчас одну карту. Это ограничивать себя в любви, в отношениях ради достижения высокой цели в карьере. То есть вы сейчас полностью углубились в работу. Вот вы закрылись этими жезлами. Вам сейчас не для любви. Так, ну даже если мне женщины смотрят, это то же самое. Хорошо, работа, карьера, бизнес. У кого-то здесь новая работа, кому-то нужно отправиться в дорогу. Также здесь может быть партнерство. Это может быть предложение о каком-то тандеме, какие-то новые начинания, новые творческие проекты, новые идеи. То есть что-то начинает двигаться вперед. Может быть, это связано с началом какого-то вашего
бизнес-проекта, если вы на себя работаете. Но здесь будет медленный, уверенный рост, расширение, какие-то другие варианты предложенные. Ну и карта говорит о росте вашей репутации, продвижении по карьерной лестнице. Может быть, опять же, с помощью какого-то покровителя, или это какой-то человек, который вас будет продвигать. У кого-то здесь может быть приглашение, и с другой стороны, вот именно поехать с целью заработка. А для тех, кто в поиске работы, давайте мы уточним. Тут у вас десятка-то уже заканчивается, встает вот это солнце. То есть период безработицы заканчивается, появляются какие-то перспективы. Может быть, здесь, как в совет, карта говорит, что вы получите от кого-то помощь. Ну, давайте мы уточним. Может быть, это, вот я говорю опять, какой-то покровитель, который поспособствует получению работы. Да, здесь новая работа. И опять карта может говорить о новом проекте. Кто-то в вас вложится, и вы что-то начнете. Или получение новой работы, или дорога. Дорога, какая-то поездка, может быть, с целью заработка. Но что-то здесь, да, десятка заканчивается. Финансы. Вот у нас тройка в начале 15 дней, который переходит в девятку. То есть здесь человек куда-то вложился в работу, в карьеру, в бизнес, в недвижимость. И это вложение принесет вам уже сбор урожая. У кого-то здесь может быть сдача каких-то экзаменов, тестов, может быть получение, прохождение каких-то курсов высшего образования. И занять хорошее положение по работе, по карьере, по бизнесу. У кого-то здесь, может быть, решается вопрос с недвижимостью. Вот эта карта хорошей торговли. И она вам советует, если вы здесь покупаете недвижимость, она вам советует торговаться. Есть шанс сбить цену. Да, переехать, решить вопрос с жильем. Также эта карта говорит о получении наследства. Еще это может быть сорвать какой-то куш, но, как правило, это именно то, куда вы вкладывались. Может быть, получить какой-то крупный заказ, выполнить его в команде с кем-то, получить свою прибыль. И в конце, не в конце, а совет, предупреждение, шестерка. Шестерка — это надо вкладываться. Вкладываться, может быть, в отношения, развивать, приносить в эти отношения баланс, вот выходить из этих выяснений, борьбы, обид, каких-то разочарований. Также вкладываться в недвижимость, в бизнес, в работу, в обучение свое, своих детей. Ну и карта вам говорит, что вы можете получить от кого-то помощь, поддержку. Если кто-то обратится к вам, ну, если вы в состоянии, то также помогите. Хорошо, совет для водолеев от Веканского оракула. Первая половина октября. Совет для водолеев. Имбок. И он у вас прямой. Сейчас. То, что было скрыто в течение долгого времени, сейчас совсем уже рядом и готовится проявить себя. Уделите максимум внимания каждой мечте или желанию, которые в течение долгого времени были спрятаны в самой глубине вашего сердца, потому что для вас наступило время благоприятных начинаний. Хорошо. И еще у нас совет от оракула Королевы Луны, Водолей, первая половина октября. Attraction или attraction. Attraction, по-моему, это привлечение или притяжение. Карта говорит, сейчас вы обладаете качеством притягивать или привлекать в свою жизнь все хорошее. А то, что вы не хотите притягивать, вы сейчас это можете как бы отражать от себя. Но и в то же время карта говорит, будьте готовы к каким-то новым возможностям, но избегайте крайностей. Вот избегайте, особенно в отношениях, вот этих крайностей. Потому что они приводят вашу жизнь вот в этот негативный дисбаланс. Это и в вашем теле, и в вашем самочувствии, и в ваших мыслях.
Поэтому все хорошее притягиваем, все плохое отражаем. И будет вам счастье. Так, ну давайте посмотрим, что нам скажет маятник для водолеев на первую половину октября. Маятник, ответь, пожалуйста, водолеям на их запрос с 1 по 15 октября, да или нет. О чем бы они ни спрашивали. Ответ да. Но так как маятник качается не так сильно, как надо, то все-таки будет зависеть еще, вам нужно будет приложить к этому усилия. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.